Знаете ли вы, что одного из величайших мореплавателей в истории убили на островах, которые он сам же и открыл? Вот он, Джеймс Кук, британский капитан, картограф и исследователь XVIII века. В 1778 году, во время своего третьего путешествия, Кук случайно открывает Гавайские острова. Сначала местные жители встречают его как бога, но все быстро изменилось. Когда корабли Кука вернулись на острова спустя время, отношения испортились. Начались кражи, конфликты и недоверие. Вот мы видим на этой картинке синими стрелками обозначено его перемещение во время третьей экспедиции. И вот в какой-то момент у англичан на Гавайях украли лодку, и Кук решил действовать жестко. Он попытался взять в заложники местного вождя, чтобы обменять его на украденное. Это была большая ошибка. На берегу вспыхнула драка, Кук выстрелил, но толпа окружила его, и в хаосе он получил роковой удар копьем по голове. И вот на этой картинке нам схематично обрисовывают эту ситуацию, что вот их к воде прижали местные жители, и вот эта вся трагедия здесь случилась с капитаном. Таким образом, 14 февраля 1779 года 50-летний капитан Джеймс Кук был убит жителями Гавайских островов на берегу залива Кеала-Кекуа. Давайте мы найдем этот залив. Вот они, Гавайи. Нас интересует самый большой остров и его западная оконечность. Здесь есть одноименный город Кэптейн-Кук. И вот он, залив Кеала-Кекуа. И вот то самое место, где все это случилось. Здесь можно уронить человечка, посмотреть, что здесь происходит. Да, вот красивейшая вода, такое место интересное, гористое. И вот он, тот самый монумент, рядом с которым все и произошло. Здесь можно посмотреть пару фотографий, да, вот, во-первых, прочитать, что здесь написано, да, что в память капитану Джеймсу Куку было все это поставлено. И мне еще интересно, такая вот табличка есть, да, что вот рядом с этим местом капитан Джеймс Кук встретил свою смерть. То есть понятно, что это было где-то рядом с водой, поэтому вот такую памятную табличку здесь поставили. А вообще здесь, конечно, начинается самое интересное. Да, англичане пытались мирно получить от гавайцев останки Кука, но пришлось использовать силу. И, как пишут источники, местные принесли чужеземцам корзину с мясом и голову без нижней челюсти. И в заливе эти немногочисленные останки и были похоронены где-то вот здесь. Один из пехотинцев описывал в своем дневнике, что сожженные останки прошли через церемониальный каннибализм, но, скорее всего, это миф. Мне кажется, что гавайцы провели над телом Кука ритуалы, похожие на погребальные обряды для вождей. В общем, история Кука — это не просто история географических открытий, это прежде всего напоминание, что даже самые великие исследователи могут стать жертвами непонимания между культурами, и где одна ошибка решает все.